Привет, друзья! С вами канал wallfix.ru. Сегодня хочу вам рассказать про новый и интересный гаджет – умные очки Huawei X Gentle Monster ASV. Это первые умные очки от Huawei, по которым вы можете разговаривать по телефону и прослушивать любимую музыку. И как мне кажется, получились они очень крутыми и стильными. В Huawei решили не изобретать велосипед и выпустили продукт в коллаборации с известной южнокорейской компанией Gentle Monster, которая славится своими очками по всему миру. Дебютная коллекция включает в себя 3 типа оптических и 2 вида солнцезащитных очков. Все очки универсальные, подойдут как мужчинам, так и женщинам. Да и модели абсолютно разные, поэтому вы сможете подобрать для себя самую подходящую. Поставляются очки в достаточно массивной белой коробке. В комплект поставки входит кожаный чехол, который в свою очередь является зарядным устройством, очки, зарядный кабель Type-C и инструкция. Кстати, инструкция доступна на 10 различных языках, но, к сожалению, русского среди них нет. Но в целом интуитивно все понятно и по картинкам можно разобраться. Начну с чехла, главной базы очков. Он изготовлен из натуральной кожи с очень аккуратной строчкой. На передней части кейса расположен дополнительный карман, в который легко поместится пару кредитных карт. Сам чехол достаточно массивен, его длина составляет 21 см, высота 10 см, а толщина примерно 5 см, да и весит он 230 грамм. Но это не просто так. Кейс является центром синхронизации и зарядки очков. В чехле находится встроенный аккумулятор, который заряжает очки во время хранения в нем. Производитель не уточняет, сколько раз можно полностью зарядить очки от кейса, но по моим наблюдениям примерно до 3 раз. Кстати, сами очки снабжены литий-полимерным аккумулятором на 2200 мАч и могут продержаться до 2,5 часов в режиме проигрывания музыки или разговора и до 20 часов подключенными к телефону в режиме ожидания. Зарядка самого кейса осуществляется через кабель Type-C и занимает около 2 часов. Сами же очки заряжаются в кейсе беспроводной зарядкой примерно за 1 час 20 минут. Но тут нужно быть внимательным. Очки необходимо убирать оптической частью к тыловой поверхности чехла. Датчики зарядки находятся на дужках очков, и они должны быть правильно расположены. Как только начнется зарядка, внутри чехла загорится светодиод. Что касается подключения к телефону, то тут все очень просто. На нижней части футляра находится единственная кнопка, которая выглядит как мишень. Вам необходимо зажать эту кнопку на 1 секунду, чтобы активировать очки. Далее зажмите эту кнопку примерно на 5 секунд, до того момента, пока индикатор не замигает белым цветом. В этот момент включайте Bluetooth на своем телефоне и ищите в новых устройствах iWear. Выбираете устройство, и через пару секунд очки законнектятся. Если вам потребуется сбросить коннект, то также зажмите данную кнопку примерно на 5-10 секунд, пока индикатор не начнет мигать поочередно красно-белым цветом. Коннект осуществили. Теперь очки необходимо настроить. Для этого вам нужно скачать приложение iWear, которое пока доступно только на Android. Приложение вы сможете скачать либо через Play Market, либо отсканировав QR-код, который расположен на задней стороне инструкции. Приложение очень простое. В нем вам будет доступен не очень большой функционал, а именно обновление прошивки и настройка этапов. Причем эту процедуру необходимо провести обязательно, иначе управлять музыкой и звонками на самих очках вы не сможете. По умолчанию все отключено. Хотя в инструкции написаны жесты управления по умолчанию, но пока я не выставил настройки, ничего не работало. В связи с этим пользоваться полным функционалом очков получится только владельцев смартфонов на базе Android. На iPhone вы сможете управлять очками только с телефона. На это обратите особое внимание. Итак, вам потребуется настроить только 2 функции. Настройка функции приема и сброса вызова при тапе на одной дужке и функции запуска и паузы музыки по другой. Это весь функционал очков, но поверьте, оно того стоит. Сейчас расскажу подробнее. Но прежде немного расскажу вам про сами очки и их характеристики. Как я вам уже говорил, они выпускаются в 5 моделях, 2 из которых солнечные очки и 3 с оптическими линзами. Оптические линзы на очках установлены с нулевыми диоптриями и покрыты олеофобным покрытием. Мне на тестирование попали солнечные очки модель Jack By 01. Честно говоря, они мне не совсем идут, но для тестирования вполне подойдут. Что могу сказать по самим очкам? Во-первых, в них стоит очень качественная линза. Видно в них все очень отчетливо, затемнение очков процентов на 60-70 идеально для яркого солнца. В солнечно-пасмурную погоду, на мой взгляд, использовать их уже не так комфортно. Очки сидят очень хорошо и удобно. Дужки не жмут, при этом сидят очень плотно. При тряске головой очки не потеряются. В общем, хорошие именитые очки. Теперь мы подошли к главным особенностям этих очков – умным функциям. И сейчас я вам о них расскажу. Но прежде мы выведем все технические характеристики по всем моделям, чтобы вы могли с ними ознакомиться. И пока напомню, что мы на постоянной основе снимаем обзоры на интересные гаджеты. Поэтому подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И не забудьте поставить лайк видео. Поддержите нас. Итак,
Что есть особенного в этих очках и как это работает? Самая главная фишка этого гаджета – это встроенные наушники, через которые вы сможете разговаривать по телефону или слушать музыку, прямо из самих очков. Это очень нестандартно и очень удобно. Берете очки, свои наушники забрасываете на дальнюю полку и вперед. Один гаджет, несколько функций. Но тут необходимо понимать следующее. Звук в этих очках передается через двойные динамики, встроенные в дужках. Динамики направлены прямо в уши, но это не означает, что вас совсем никто не будет слышать. Это не вакуумные наушники, когда при полной громкости стоящий в полуметре человек совсем ничего не слышит. Тут ситуация такая. На громкости в 60-70% на расстоянии с полуметра слышно, что из очков играет музыка или идет разговор. Но разобрать этот разговор невозможно. Если вы будете говорить с собеседником на полной громкости, то разговор возможно разобрать примерно с 1 метра. Но должен отметить, что основные тесты я проводил на громкости 50%. В тихом помещении, и меня никто не слышал. При этом я собеседника слышал очень хорошо. Сейчас вы слышите звук, который записывает наш петличный микрофон через камеру. А вот теперь мы переключаемся на звук, который записывает микрофон самих очков. Когда я начал тестировать очки на очень шумной улице, а чтобы вы понимали, в 20 метрах от нас проходит четырехполосное шоссе с нескончаемым трафиком, то на громкости 50% мне стало маловато. Комфортно стало слышно где-то на 70%. На улице дает о себе знать еще один очень важный параметр. В дужке очков вшиты датчики интеллектуального шумоподавления, которые работают на ура. А сейчас мы проведем повторный эксперимент уже на улице возле загруженного шоссе. К тому же сегодня очень ветрено, и поэтому мы сможем эффективно проверить работу шумодава. Как вы видите, мы сейчас переключили звук с петличного микрофона на микрофон самих очков. Чувствуете результат? Ну как вам? Остается минимальное количество шумов. Собеседник слышит отлично, где бы вы ни находились. И это большой плюс. Теперь, что касается музыки. Вы должны понимать, что это не профессиональные наушники, а очки с функцией наушников. Поэтому идеального звука не будет. Но и жаловаться на звук я тоже не стал бы. Ощущение, как будто вы слушаете музыку из колонки, которая стоит в метре от вас и не выдает каких-то супер низких частот. Но при этом звук чистый и приятный. И еще не хватает парочки сенсоров, которые могли бы переключать треки и корректировать громкость. Но думаю, в будущих моделях это обязательно добавят. Забыл еще сказать важную особенность. Очки защищены от воды по технологии IPX6.7. То есть они не боятся достаточно сильного проливного дождя. Так что если вдруг набежали тучи, сможете ими прикрыться. В общем, что я хочу сказать об этих очках. На мой взгляд, это очень интересный гаджет, за которым однозначно есть будущее. Он абсолютно идеален для пробежек и для использования в машине. Да и вообще во всех не самых шумных местах. В метро с таким гаджетом ездить будет не очень комфортно. Это еще одно из устройств, которое выполняет несколько функций и облегчает жизнь. Причем аксессуар стильный и красивый. Самый главный недостаток на текущий момент – это цена. Ценообразование понятно. Очки именитых брендов сами по себе дорогие, плюс стоимость технологии получается достаточно болезненный ценник. Кстати, цены вы можете посмотреть по ссылкам в описании. На текущий момент мы привезли только одну модель, но если будет интерес, пишите в комментариях, и мы привезем всю линейку. А с вами был канал Wallfix. Используйте новые технологии. Всем peace. А сейчас мы проверим работу тапов. Запускаем плеер. Музыка начала играть. Отключаю. И голосовой помощник. Какая сейчас погода в Москве? Очень удобно все работает.